Я приветствую всех любителей вкусно покушать. Сегодня мы приготовим с вами очередную вкусняшку, которой вы сможете угостить своих родных, гостей и близких. Также и на праздничный стол. Вот просто хотите удивить своих гостей? Приготовьте и сами все увидите. Для начала нарезаем репчатый лук. На небольшой кубик нам нужно нарезать лук. Лук отправляем на сковородку. Нам нужно его обжарить до мягкого состояния, чтобы он сладеньким стал. Обязательно в таких случаях обжаривайте репчатый лук, чтобы прям вот когда вы потом будете кушать, чтобы было все приятно, гармонично и вкусно. Но если вы, конечно, любитель сырого лука, то можете бахать прям сырого лука, чтобы он потом хрустел на зубах, прям перебивал все остальные вкусы, и вы от этого кайфовали. Вот. В качестве основы у нас сегодня мясо, говядина, тазобедренная часть. Нарезаем на произвольные кусочки и пропускаем через мясорубку. Кстати говоря, хотел рассказать для тех, кто не знает, что я занимаюсь печатью на одежде, на футболках. Могу напечатать любую вашу мысль, фразу, картинку. Футболки могут быть разного цвета, размера, ну и так далее. Могу отправить в любой город. Вот здесь вот вы сейчас видите Инстаграм, в котором есть очень много разных примеров. Заходите, кому интересно, пишите в директ, в личные сообщения в моих социальных сетях. И мы этот момент с вами обсудим. И я отправлю вам клевую футболку. Отправляем в фарш обжаренный лук. Добавляем одно куриное яйцо. Добавляем по вкусу соль. А также давайте добавим свежемолотый перец. У меня смесь 5 перцев. И для более благородного вкуса давайте добавим еще тимьян. У меня вот такой вот он есть в сушеном виде. Ну теперь мы берем все это дело, хорошо перемешиваем. Вот напишите в комментариях, как вы думаете. Знаете, иногда вот люди пишут: фу, руками мешает. А какие вот есть варианты, как вот вы это дома делаете? Понятно, что если вы готовите в ресторане, хотя в большинстве случаев и там мешают так же, как я сейчас. Потому что руки там чище, чем что-либо другое, потому что они каждые 30 секунд моются. Вот в чем разница? Мешать ложкой или рукой? Напишите в комментариях, что думаете. Перекладываем наш фарш на пищевую пленку. Теперь нам нужно сделать из фарша пласт. На терке натираем сыр. Я использую сыр моцарелла, но вы можете любой другой использовать сыр. У меня моцарелла, которая для пиццы используется. Вот таким вот образом натираем на терке. Теперь мы берем и сыр вот таким вот образом раскладываем. Вот таким прям равномерным слоем. Ну и теперь вот таким вот образом мы берем и начинаем заворачивать плотный рулетик. Вот так вот подворачивайте и сразу вот так вот приминайте, подминайте. Вот так вот прижали все. Пленочку раз. Вот так вот. Оп. Вот так вот берем. Ну и теперь как конфетку. Так, концы подворачиваем. И начинаем затягивать рулетик. Здесь плотненько завязываем.
И у нас получается вот такая вот колбаска. Вот в таком виде убираем в морозилку, либо на балкон, если у вас зима. Нам нужно подморозить наш рулет, чтобы он не прям вообще прям замерз, а слегка был подморожен, чтобы впоследствии не терял форму и нам было удобнее его нарезать. Ну а мы продолжать готовить нашу вкусняшку. Теперь начинается самое интересное. Многие могли подумать, что мы сейчас эту колбасу, этот рулет будем запекать или что-то с ним делать. А нет, смотрите, что сейчас будет. Мы сейчас будем делать замес. И в емкость вот выливаем первым делом кефир. Добавляем к кефиру пшеничную муку. Добавляем куриное яйцо раз и два. Добавляем по вкусу соли. А теперь берем вот так вот произвольно на небольшие кусочки нарезаем сырой картофель. Теперь мы берем погружной блендер. И, как вы уже можете догадаться, нам нужно все пробить в однородную массу. Вот такая вот у нас история получилась. Картофель мы пробили, все остальные ингредиенты, конечно же, перемешались. И у нас получилась вот такая однородная масса. Итак, я достал рулет с балкона. Он прям, знаете, вот слегка схватился. Примерно то, что нам и нужно. Теперь мы берем аккуратненько, вот так вот не спеша, нарезаем. Вот на такие вот кусочки. Теперь смотрите, что мы делаем. Мы переместились к плите. У нас сковорода разогревается с растительным маслом. Рядышком стоит наша емкость с нашим замесом. Как вы понимаете, это кляп. Мы сейчас сюда будем опускать кусочек рулета и потом сразу в сковороду. Вот таким вот образом берем кусочек рулета. Прям вот так очень хорошо промакиваем. И отправляем сразу на сковороду. Ну и так делаем со всеми кусочками. Я в 3 захода это буду делать. У меня как раз получилось 15 кусочков. Ну и на сковороду влезет 5 штучек. Теперь мы берем вот так вот, переворачиваем. Буквально по минуточке, по полторы с каждой стороны на среднем огне вот так обжариваем. Ну и теперь мы берем, перекладываем на противень наши кусочки. Вот такая вот история у нас получилась, которую мы теперь берем и отправляем в духовку. 200 градусов примерно на 15 минут. Больше, я думаю, смысла не имеет. Но вы смотрите по своей духовке. Нам нужно, чтобы мясо, наш фарш, полностью приготовился. Но не передержите, чтобы не было слишком сухо. А из остатков кляра я вот такой вот блинчик испек. Дети прям, я думаю, с удовольствием его слопатят. Он такой нежный, вкусный. Вкусняха готова. Вот так вот берем, перекладываем на доску для подачи. Или сразу в порционные тарелочки. Давайте одну штучку разрежу и покажу, что внутри. Вот такая вот здесь красота.
Внутри сырочек расплавленный. Конечно же нужно попробовать. Аромат стоит очень такой вот, знаете, прям мясной. Это очень вкусно. Вот прям вот реально очень вкусно. Тимьянчик делает свою погоду. Добавляю такую, знаете, вот интересную нотку во вкусе. Ну и, конечно же, наш кляр, сыр, все это дело дополняет. Ну а по сути ты ешь котлету. Кому понравилось, ставьте лайки. Обязательно пишите комментарии, делитесь этим видео со своими друзьями и знакомыми. Ну а я на сегодня с вами прощаюсь. До скорых вам встреч. Пока-пока!